Здравствуйте, уважаемые телезрители! В эфире программа «Беседы у камина». Известно, что каждый человек наделен каким-нибудь талантом или способностью. Именно эта способность и есть наше призвание. Наше призвание — это то, что движет нами, как ничто иное в жизни. Это то, к чему нас влечет, что наполняет нас радостью и воспламеняет наше сердце. Задумайтесь сейчас на минутку о том, что является вашим призванием, мечтой всей вашей жизни. От чего вы наполняетесь счастьем? Ваши глаза светятся энтузиазмом, и вы даже не замечаете времени, когда занимаетесь этим. Если в глубине своего сердца вы ответите, что у вас нет никакого занятия, нет мечты, то постарайтесь, пожалуйста, заглянуть еще глубже вовнутрь себя. Потому что абсолютно каждый человек призван в этой жизни к чему-то. И наверняка у вас в жизни были моменты вспышки, когда вы точно чувствовали в том или ином деле страсть. Это может быть жгучее желание достигнуть чего-то в бизнесе, спорте или карьере. Этим может оказаться ваше хобби. Многие хобби превращались в большие мечты, которые становились затем большими проектами. Самый простой способ распознать свое призвание — это представить себя, как будто вы уже занимаетесь этим конкретным делом или живете этой жизнью. И если вы почувствуете, что вас переполняет невероятное ощущение счастья и самореализации, значит, это и есть ваше призвание. Помните вы это или нет, но по меньшей мере несколько раз в жизни вы уже слышали этот призыв. Вы могли слышать это в детстве, когда абсолютно точно знали, кем хотите быть, когда вырастете. Вы могли читать истории других людей и чувствовать что-то родное и знакомое вам в их рассказах. Вы могли слышать этот призыв в совершенно обычный момент, когда что-то слушали, видели или читали. Мечта, которая живет внутри каждого из нас, и есть то, к чему мы призваны в этой жизни. «У меня есть мечта» — так называлась самая известная речь Мартина Лютера Кинга, в которой он провозгласил свое видение будущего, где белые и черные могли бы сосуществовать как равные. Эту речь он произнес в 1963 году. Она начиналась знаменитыми словами: «Хотя мы и сталкиваемся с трудностями сегодня и будем сталкиваться с ними завтра, у меня все же есть мечта». Его мечта исполнилась в 2009 году, когда президентом стал первый афроамериканец Барак Обама. Мартин Лютер Кинг считал, что жизнь без мечты – это жизнь без успеха, без радости и без удовлетворения. Поэтому весь путь он посвятил своей мечте. Заканчивая программу, хочется сказать, что отзываться на свое призвание, исследовать за своей мечтой – это легкий путь на самом деле. Труднее отказаться от своего призвания, потому что в этом есть риск жизни несчастливой, без цели и смысла. Я желаю нам всем легкой дороги в руках с нашей мечтой и призванием. Будьте счастливы!